Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 31 октября, а если быть точнее, то ночи с 31 на 1 ноября, потому что это достаточно волшебное, магическое и таинственное время. Как провести этот день, что нужно обязательно сделать, какие практики провести, обязательно просмотрите это видео с начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, чтобы у вас чтобы вы были подписаны и был включен колокольчик, все уведомления. Также заходите на канал Эзотерика для тебя почаще и смотрите наши видео. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это информация и это видео действительно будут полезны и важны. Вы знаете, для многих ночь с 31 октября на 1 ноября ассоциируется с Хэллоуином или по-другому называют Самайном, или западными праздниками в канун Дня всех святых. И этот праздник окутан ореолом мистики и таинственности. Но, наверное, мало кто знает, что в славянской традиции на эту дату приходится свой праздник – Велесова ночь. Но, пожалуйста, в эти сутки будьте очень внимательны и максимально осторожны, потому что, конечно же, эту ночь ждут все. Кто-то хочет кому-то навредить, потому что понимает, что это именно этот день, и будьте внимательны. Поэтому в этот день постарайтесь ничего ни у кого не брать и вообще старайтесь поменьше общаться с кем-либо. Что же нужно сделать 31 октября на 1 ноября? Во-первых, займитесь уборкой вашего пространства, дома и шкафов. Выкиньте все, что вам не нужно, и, пожалуйста, откройте дверь для новой положительной энергии. После уборки обязательно примите ванну с солью, поскрабьте свое тело, лицо, кожу головы. Также при уборке не забудьте помыть пол водой с солью. Постарайтесь окурить углы благовониями и пройдитесь свечой по часовой стрелке по всему дому. Дайте свечам прогореть до конца. Обязательно в этот день поговорите с домом, поблагодарите его за защиту, за уют, за положительную энергетику. И вы обязательно должны понимать о том, что еще 3 дня после того, как вы очистите пространство, и вы должны понимать, что все фразы, что вы будете говорить, а также что будут случайно услышаны вами. Также обращайте внимание на все сны, все намеки вокруг вас. Это и есть те ответы, которые волнуют на данный момент на ваши вопросы. Придут ответы. Также, возможно, Хэллоуин – это не наша культура, но у нас есть свой славянский праздник. Поэтому соберитесь с родственниками вечером за столом при свечах. Приготовьте несколько любимых блюд, поставьте на стол конфеты, печенье. Этот ужин объединит вашу семью и поможет очистить карму рода. Попросите прощения друг у дружки. Все обиды в этот день отпускайте, они не нужны вам. Также поминание должно быть и усопших. Считается, что именно в эту ночь предки посещают своих потомков. И также, как мы уже говорили, постарайтесь провести все-таки дома. В канун праздника в доме зажгите как можно больше свечей и на стол подайте богатую трапезу. Также обращаем внимание, что во время ужина наши предки раскладывали лишние столовые приборы и тем самым символически угощали умерших родственников, вспоминали их добрым словом. А вот на порог и подоконник клали ветви рябины, потому что рябина отпугивает злых духов, а
до утра во дворе, как правило, жгли костры, потому что огонь является в эту ночь достаточно сильной и очищающей силой. Ну и, конечно же, с 30 октября на 1 ноября это очень сильное энергетическое время. Это отличное время для гаданий, для проведения всевозможных обрядов, ритуалов, на избавление от лишнего из вашей жизни, чистки от негатива, избавление от одиночества и от финансовых проблем. Считается, что все гадания будут самые точные и все ритуалы будут самые сильные. Поэтому используйте это волшебное время во благо себе и своей семьи. Как мы уже сказали, в славянской традиции это была Велесова ночь, так как Велес считался покровителем ворожбы, гаданий, и наши предки доверяли именно в этот день и гадали. Как это наши предки делали? Во-первых, обращались к помощи за предком. Если вы находитесь в затруднительном положении, вы можете попросить о помощи умерших предков. Перед сном 31 числа представьте себе последнего умершего родственника и расскажите о своей проблеме. Если вы во сне увидите его, то знайте, что это добрый знак. Предки услышали вашу просьбу и помогут вам в решении той или иной проблемы. Также 31 октября вы можете загадать какое-то сокровенное желание. Для этого что вам нужно сделать? Вам нужно вечером положить под подушку яблочко, а утром это яблочко нужно обязательно съесть. Также наши предки смотрели в будущее с помощью свечи. Что делали? Зажигали свечу и вглядывались в ее пламя. Если вы сумеете разглядеть огненном в огне очертания предметов, людей и понять, что они значат для вас, то сможете узнать о том, что вам готовит судьба. Ну и так как мы сказали, что вы можете провести ритуал на исполнение желаний, и хотим вам еще предложить еще один ритуал на исполнение желаний. Итак, с 31 октября на 1 ноября вы можете написать все свои сокровенные мечты и желания перед сном. Нужно записать на бумаге. Их может быть несколько, и положите под подушку. А когда ляжете в кровать, скажите 3 раза следующие слова. «Темная ночь, заклинаю мне помочь. Велес, потрудись, загаданное появись». И вот эту нашу бумажечку мы храним подальше от посторонних глаз. А вот после исполнения нужно обязательно сжечь. Друзья, вот такой у нас с вами будет интересный магический праздник, о котором, скорее всего, знали как Хэллоуин. Но у нас в славянской традиции есть и другой праздник, который вы также можете отметить. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на канале. У нас на канале выходит, друзья, постоянно много интересной, полезной, важной и нужной информации для каждого человека.